Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чонгуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Чонгук, ну если ты хотел послать воздушный поцелуй Тэхёну на миллионную аудиторию, то у тебя это вышло. Девятое место. Реакция Чонгука не заставляет себя ждать, и он готов превращаться в сладкую зефирку рядом со своим мужчиной в любое время суток. Прямо сейчас на моем канале, на Бусти, вышла новая статья на тему «Фанат Чимина хотел обмануть всех, что Чимин был на свидании с Вигу, но из этого ничего не вышло. Самое смешное, что я когда-либо видел». Чтобы прочитать эту статью, а также многие другие, которые там уже были опубликованы, вам необходимо подписаться на мой канал в Бусти. Ссылка на мой канал, на Бусти и канал в Телеграм будет в описании этого видео, а также в комментариях. Восьмое место. Совпадение или нет? Когда у вас одинаковые привычки? Седьмое место. Это его улыбка в конце. Шестое место. Поведение пары. Когда на концерте главное событие – это его рука в твоей. Вспомнит ответы Чонгука и Тэхёна на эти вопросы. Вопрос. Если бы тебе нужно было сделать Тэхёна счастливым в течение часа, что бы ты сделал? Ответ Чонгука. Я бы показал Тэхёну какую-нибудь смешную сценку, и он бы засмеялся уже через 20 секунд. Я бы воспроизвел те миниатюры, которые Хён любит. Вопрос для Тэхёна. Если бы тебе нужно было сделать Чонгука счастливым в течение часа, что бы ты сделал? Ответ Тэхёна. Я бы разыгрывал сценки вместе с Чонгуком. Обычно мы начинаем играть, как только встречаемся взглядами. Тема меняется в зависимости от ситуации. Если это грустная сценка, я вдруг падаю на колени, увидев Чонгука, и Чонгук тогда тоже опускается на колени. Иногда мы специально разыгрываем романтические сценки лицом к лицу. Чонгук говорит «да-да-да» и начинает петь свою собственную фоновую музыку. Мы даже играем, когда едим. Обычно я начинаю первым, а Чонгук, естественно, и постепенно подключается. Я пробовал так делать с Чимином,
но с ним это не получается так гладко, как с Чангуком. Пятое место. Их воля, расстояния бы не было вообще. Четвертое место. Забота. Любимый человек всегда делает твою жизнь ярче. Третье место. Новости. На рейсе Korean Air из Нью-Йорка было замечено фото Тэхёна для Paradise City. На экране спинки кресла и на бортовом буклете. Поговорим о том, что делает язык Тэхёна и почему мы точно не будем в порядке. Сайт с обратным отсчетом до выхода альбома обновлен. Сообщение от Чангука. Во время работы над альбомом мы делились друг с другом своими чувствами, в том числе тем, как сильно мы по вам скучаем, как высоко ценим вас и как рады будущему. Сообщение от Тэхёна. Да, поскольку это наш первый полноценный альбом за 3 года и 9 месяцев, мы особенно много размышляли о корнях команды и ее идентичности. Заряжаемся позитивом. В то время как фанаты сейчас обсуждают, кто из участников самый крутой в официальной одежде, я хочу поговорить о том, какие одеяния делают их по-настоящему богоподобными. Немного витамина Ви вам. Обновление YouTube GQ Korea. Делимся Heart to Heart с Тэхёном, таким милым, потому что он очарователен, и таким очаровательным, потому что милый. Да. Говорят, если он включает свое обаяние, то уже нет спасения, а у нас большие проблемы.
Полная версия интервью, которую хочется пересматривать снова и снова, доступна прямо сейчас. Тэхён сказал: «Здравствуйте, подписчики GQ Korea, это Тэхён. Сегодня я попробую сделать сердечко. Вопрос. Если бы слова «я люблю тебя» исчезли из этого мира, чем бы вы их заменили?» Ответ Тэхёна – это значит быть преданным. Разве не здорово, что в этом слове чувствуется твердое намерение «я не изменюсь, не поколеблюсь»? Почему-то от этого становится тепло на душе. Вопрос. Что Тэхён любит всем сердцем? Ответ. Я фанат Brown Eyed Soul, южнокорейская музыкальная группа. Я люблю их уже очень давно и скоро наконец-то пойду на их концерт. Вопрос. Если бы вам пришлось выбрать одно слово, которое вам больше всего нравится, какое бы это было слово? Испытывать привязанность, дорожить, любить, потому что милый, заботиться друг о друге. Ответ. Одно слово кажется мне привлекательным. Наверное, потому, что в нем есть значение любить кого-то, потому что милый. То есть милый, поэтому кажется любимым, любимый, поэтому человек кажется милым. Эти два чувства как будто взаимно дополняют друг друга, поэтому это слово кажется особенно привлекательным и теплым. Я слышал, что если кто-то выглядит милым, это лучшее, что может быть. Вопрос. Какое сердце вы хотели бы подарить подписчикам GQ Korea? Ответ показывает разные виды игьё. Мне было очень весело снимать это видео, и, наверное, те фанаты и зрители, которые сейчас это смотрят, уже встретили Новый год. С Новым годом! Желаю вам много счастья! Вы действительно очень много трудились в прошлом году, поэтому в этом году желаю вам не болеть, быть здоровыми и чтобы впереди были только хорошие дни. А Ви, скоро эффектно вернется с нашим альбомом BTS, так что до этого момента, если вы сможете еще совсем немного, буквально чуть-чуть, терпеливо подождать, я буду вам очень признателен. Спасибо. Спасибо, GQ. Он такой кьюти. Привилегия гения. Насколько исключительным был Чангук, что директор по кастингу Бигит нарушила прецедент ради него. Но Мин Ми рассказала, что, увидев потенциал юного Чангука на Superstar K3, сразу предложила контракт без прослушивания, чтобы не упустить его перед другими компаниями. Благодаря интуиции и поддержке отца, Чангук выбрал Big Hit, и это изменило историю K-pop. Он полон любви. У нас был спойлер еще 1 сентября. В сторис Хосока, где он поздравлял Чангука с днем рождения, были рисунки. Мы еще умилялись, что малышу дали карандашики, чтобы не скучал. А он делал наброски логотипа для альбома. Он сделал его для альбома группы, и это действительно показывает, как часто он вносит вклад в визуальный контент группы. И каждый раз речь идет не просто о том, чтобы сделать что-то красивым, а о творчестве, стиле и продуманной концепции. Здесь преобразуются в минимализм круги и линии, тишина и смысл. Спокойный, современный, с уважением к своим корням. Особенно нравится, как красный цвет оживляет логотип. Он связывает его с историей,
добавляет страсти и силы в минималистичной форме. Каждая линия и каждый круг как будто дышат смыслом и современностью одновременно, и можно почувствовать, как глубоко Чонгук продумал каждую деталь. Этот эскиз логотипа Arirang показывает Чонгука не только как исполнителя, но и как творческую силу, человека, который играет со смыслом, формой и культурным контекстом, переводя традиции в современный визуальный язык. Это еще одно доказательство того, что он постоянно экспериментирует и выходит за рамки обычного. Он не боится быть человеком, который всегда учится чему-то новому, он не боится тишины и минимализма. Именно в этой сдержанности можно по-настоящему почувствовать его рост, его истинную силу и его стиль. Та информация, что есть о песне Arirang, о том, что означает красный цвет в Корее, в истории и в кей-поп, то, как Чонгук переосмыслил традиционные буквы хангыля в этом логотипе, просто захватывает дух. Они солнце и луна. К СМИ написали, власти города Пусан начали масштабную проверку гостиниц после скандала с завышением цен в 15 раз. Поводом стал ажиотаж вокруг предстоящих концертов группы BTS в июне. Практика завышения цен в отелях Пусана перед концертами BTS приобрела характер системного кризиса. Помимо уже ставшего печально известным случая с 15-кратным подорожанием, фанаты зафиксировали и другие вопиющие примеры. Так, один из сетевых отелей в Хэунде поднял тарифы более чем в 2 раза, а в отдельных случаях люксовые номера выставлялись по цене, почти втрое превышающей обычную. Но истинное возмущение вызвал другой, по сути мошеннический метод. Под надуманным предлогом технического перегруза систем, отели начали в одностороннем порядке отменять уже зафиксированные и оплаченные брони. Эта циничная тактика, призванная освободить номера для перепродажи по спекулятивным ценам, превратила поиск жилья в лотерею и вывела гнев общественности на новый уровень. Президент Ли Чжэ-мён был вынужден лично взять ситуацию под контроль, дав властям Пусана четкий мандат на жесткие действия. Реакция города была оперативной, объявлена тотальная проверка сферы размещения. Главными инструментами стали силовой блок, совместные рейды инспекторов с правом выписывать крупные штрафы. Цифровой донос, активация QR-системы, превращающей каждого туриста в контролера. Удар по статусу. Нарушители рискуют не только деньгами, но и рейтингом, так как их действия будут напрямую влиять на звездность заведения. Это не просто кампания по защите прав фанатов. Мэр Пак Хён Джун заявил: «Мы стремимся к эпохе, когда Пусан будут посещать 5 миллионов иностранных туристов», добавив: «Лично инспектируя объекты, мы сделаем все, чтобы гости, приезжающие в наш город, могли оставаться дольше и увозили с собой неизгладимые приятные воспоминания». Обожаю Тэхёна, и его рандомность невероятна. Стояли себе замечательно, и срочно пришлось откусить руку Чонгука, почему нет, собственно. Участники раскрыли некоторые подробности о новом альбоме, и еще одна новость. Участники рассказали, что они знают о фанатских теориях насчет логотипа, но его разработкой занимался Чонгук. У группы было около 100 песен на выбор, но они остановились только на 14.
Каждый из участников работал над более 10 песнями. И просили обратить внимание на будущий трек-лист. Чонгук сказал: когда слушаешь альбом, он такой, какой мы есть. Я слушаю его каждый день. Намджун поддержал: я люблю этот альбом, сколько бы раз я его не слушал. Когда он выйдет, все эти разочарования пройдут. На самом деле, музыка сама за себя скажет, но мне нужно быть осторожнее и не раскрыть спойлеры. А также они сообщили важную новость: Тэхён сделал лазерную эпиляцию. Но спокойно, он сделал ее на лице, чтобы не росла щетина. По словам парней, теперь Тэхён выглядит на 3 года моложе. Этот взгляд Тэхёна должен быть в учебниках истории. Тэхён был назван артистом, оказывающим наибольшее позитивное влияние в 2025 году по результатам голосования фанатов K-pop. Опрос проводился с 19 декабря 2025 года по 2 января. В нем приняли участие поклонники из 175 стран. Ви занял первое место, набрав 63 030 голосов. Пикник отметил, что Тэхён широко известен тем, что вдохновляет поклонников на добровольные пожертвования. В честь его дня рождения 30 декабря прошлого года поклонники со всего мира организовали в конце года благотворительную акцию, в рамках которой пожертвования были направлены в различные секторы, включая образование, здравоохранение и защиту детей. Ранее, еще будучи военнослужащим, Тэхён сам жертвовал деньги на поддержку регионов, пострадавших от лесных пожаров. Позитивное влияние стало одним из ключевых показателей популярности кей-поп-артиста, сказал представитель платформы для голосования фанатов. Выбор фанатов – это не просто отражение популярности, а искреннее проявление поддержки артистов, которые вносят позитивные изменения. Улыбка Тэхёна спасает мир. В преддверии камбэка группы GQ Тайвань написали статью о любимых ароматах участников. Какими духами пользуются участники? Их индивидуальность можно определить по любимым ароматам. В статье они пишут о том, что BTS завоевали внимание миллионов поклонников по всему миру. Они принесли кей-поп-музыку в каждый уголок земного шара. Участники группы также выделяются своим безупречным чувством стиля, что делает их настоящими иконами моды, включая даже те духи, которые они используют. И у каждого из них свои предпочтения в отношении ароматов. Любимый аромат Ви – Celine Reptile. Хотя поклонники знают, что Ви, Ким Тэхён, лично предпочитает успокаивающий увлажняющий лосьон, а вино. У него также есть особая связь с этим сценическим ароматом от Celine. Этот легкий парфюм очарователен и магнетичен, как и сам Ви. Он отражает его элегантную, но загадочную ауру, что, возможно, связано с идеальным сочетанием кедра, перца, мха, кожаных нот и мускуса. Чонгук предпочитает Chanel Bleu. Сам Чонгук не обращает внимания на гендерные или категориальные рамки в выборе ароматов, обычно выбирая женские запахи, которые ему подходят, включая Оумния Парайба от Бвулгари.
Однако он также публично заявил в социальных сетях, что чаще пользуется ароматом Chanel Bleu. Существует несколько версий этого аромата, и, похоже, он предпочитает именно туалетную воду. Этот древесный аромат источает чувственное и теплое очарование, а в его состав входят ноты новокаледонского сандала, амбрового кедра и бобов тонка, создавая образ свободного, раскованного и решительного человека. Серьезная рана Чангука заживала много месяцев, но он никогда не жаловался. «Отпускаем с миром тебя, бородатый» — реакция фанатов на то, как BTS рассказали о лазерной эпиляции Тэхёна во время прямой трансляции на Weverse. В ходе разговора Хосак заметил, что подобное лечение часто позволяет выглядеть на несколько лет моложе. Это заявление вызвало бурную реакцию у зрителей. Тэхён продержался дольше всех. «Покойся с миром, бородатый Тэхён», прокомментировал один из пользователей в сети. Поклонники называют его лазерную депиляцию своим худшим кошмаром, и многие выражают по этому поводу разочарование. Другие пользователи сети выражают свою скорбь по бородатому Тэхёну. Ким Тэхён ранее затронул тему лазерной эпиляции во время прямой трансляции. Ким Тэхён обсудил свою растительность на лице во время прямой трансляции на Weverse 27 декабря, объяснив, что ему действительно нравится носить бороду, хотя многие зрители уже знали о его предпочтениях. В ходе разговора 30-летний артист упомянул, что окончательная длина бороды оказалась больше, чем он ожидал, что вызвало у него кратковременные сомнения. Артист заявил, что это подтолкнуло его к мысли о лазерной эпиляции для более легкого ухода. Кей-поп айдол продолжил, что наибольшую обеспокоенность вызывает боль, поскольку окружающие отмечают, что процедура может быть очень интенсивной и обычно требует около 7 сеансов, что еще больше усиливает опасения. Между тем, поклонники тепло отреагировали и похвалили его естественный вид, отметив при этом, что негативные комментарии часто вызывают ненужную неопределенность. Эта тема вновь всплыла несколько месяцев спустя, когда Ви выложил в Instagram 20 фотографий, в том числе одну с усами. Вскоре после этого фанат перепостил изображение на Weverse и предложил сбрить усы, что вызвало немедленный ответ от Ви, который сказал, что формулировка показалась ему грубой, несмотря на смех в комментариях. После этого обмена сообщениями фотография исчезла из первоначальной карусели, и количество изображений сократилось до 19. Но скриншоты уже распространились. По мере того, как обсуждение расширялось в социальных сетях, поддержка быстро росла. Фраза «не дай бог, Тэхён» стала популярной, поскольку все больше поклонников защищали его право поддерживать свою внешность по-своему. Чангук пытается убежать от микрофона. Я сейчас взвою, ну честное слово. Второе место.
Это так интимно. Тут, собственно, то и объяснять ничего не надо, да и не хочется. Мне слишком неловко переводить текст на экране, но это явно их любимая поза. Первое место держал Чонгука до тех пор, пока не заболела его рука. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.